Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о клубнике. Что мы знаем о ней? То, что это крупная, ароматная и, конечно же, вкусная с легкой кислинкой ягода, все знают. И появляется она в продаже раньше других ягод, чем и радует всех людей. Можно сказать, что клубника пахнет радостью, а зимой кто из хозяек постарался летом, всегда найдется баночка сладкого лакомства. Ведь зимним вечером приятно пить чай с клубничным вареньем. Ее вкус и аромат всегда напоминают о лете, а многие, у кого лес недалеко, собирали землянику. Кто-то скажет клубнику, но не все так однозначно. И чтобы не было разногласий, мы узнаем об этом растении здесь и сейчас. Много интересного. Поехали! Впервые ботаническое описание земляники дал в 1553 году священник, врач-смотритель ботанического сада Иероним Бок. Он присвоил ей родовое название от латинского «фрагарис», отразив саму суть ягоды. В переводе она означает «благоухающий, ароматный, душистый». Однако официальное название рода закрепил за земляникой в 1586 году немецкий ботаник Камерариус, предложив основы классификации растений. Подробный обзор европейских видов земляники был сделан знатоком флоры Каспаром Баугеном в 1596 году. Он же предложил основы классификации растений, но именно Карл Линней указал место рода фрагария в систематике растений. Все клубнично-земляное царство относится к семейству розовых или шиповниковые, и семейство это не маленькое. В него помимо розы, которая тоже из рода шиповника, входит сливы, яблони, груши, вишня, персики, айва и множество других растений, которые насчитывают порядка 5000 видов в 104 родах. И один род нам сегодня особенно интересен. Он называется земляника. Род включает 17 видов, из них самые популярные – земляника ананасная, которые часто в обиходе применяют название клубника, является самым распространенным в культуре видом земляники. Земляника лесная. Культурные сорта часто называют земляника альпийской. Земляника мускатная или мускусная земляника, которую якобы правильно называть клубникой. Земляника зеленая, дикорастущая в средней полосе России, которая изначально называется клубникой. Сейчас полуница. Земляника виргинская и земляника чилийская. Общепризнано, что род земляники представлен 4 географическими группами – европейской, азиатской и так называемой восточно- и западноамериканской. Так что представителей земляничных можно встретить в тропиках и горах Евразии, в тундре Америки, на островах Японии, Курилах, на Сахалине, в Индии и Северной Африке. Однако родиной земляники считается Восточная и Юго-Восточная Азия. Наиболее популярной распространена повсеместно, от равнин до лесной границы в горах. Прежде всего в европейской части, кроме крайнего севера, районов Причерноморья и низовья Волги, а также на Кавказе, в Средней Азии, Казахстане, Украине, Беларуси, Прибалтике, земляника лесная или обыкновенная дикая альпийская, европейская – все это фрагария верска, что означает благоухающий малый. По-народному ее называют суницей, поземкой, ягодником, а вот англичане прозвали ее соломенной ягодой, так как с давних пор под кусты подстилали солому, чтобы ягоды не пачкались. Клубнику, она же земляника, признали полноправной и характерной жительницей лесостепи. Это сделал первый сибирский ботаник, хранитель гербария Первого сибирского университета Порфирий Крылов. А что такое лесостепь? Это особая природная зона на границе леса и степи. В Сибири это мир березовых колков в царстве травы. О необходимости выделения такой зоны думал еще дед Александра Блока, ботаник Андрей Бекетов. Он называл ее предстепью и населял типчаком и клубникой. О клубнике он писал в энциклопедии Брагаузена и Ефрона с теплом. Когда наступает весна, утверждал он, в степи клубникой пахнет все.
все, даже молоко степных кобылиц. Родоначальница подавляющего большинства культивируемых в мире сортов клубники – земляника ананасная, или крупноплодная, или садовая. Ареал выращивания этого гибридного вида очень широк, от северного полярного круга до экватора, субтропиков и тропиков в горах. Таким образом, в естественном состоянии почти все виды земляники произрастают в северном полушарии, и только чилийская заходит далеко на юг. Землянично-клубничное царство великолепно и разнообразно. Какого его представителя не выберете, никогда не пожалеете. Только вот как отличить их друг от друга? Хоть родственницы и похожи, однако есть у них и свои видовые различия. Самой крупной вырастает земляника мускатная, она же клубника, до 40 см в высоту, а малюткой оказалась полевая, около 50 см. Лесная и зеленые сестрицы почти одинакового росточка, хотя жительница леса чуть повыше будет, да и цветоносы ее возвышаются порой над листьями, как и у мускатной. К тому же у обоих этих видов волоски к стеблю прижаты, а предыдущих оттопырены. Даже листья у земляник разные, сверху светлые или темно-зеленые, снизу опушенные, серебристые или сизоватые. У полуницы еще и с прилистниками, а у клубники и вовсе морщинистые. У равнинной даже пятипальчатыми могут быть. Да и цветы не похожи. От мелких белых у лесной земляники до крупных желтоватых у зеленой и белых у мускатной земляники. Кроме того, полуница отличается от родственниц плохо отделяющимися от ягод чашелистиками. И если земляника лесная любительница отращивать длинные усы, то у зеленой и мускатной их мало, да и тонкие они, короткие, без узлов. За исключением некоторых сортов, земляника мускатная, в отличие от своих сестриц, двудомное растение. Одни растения женские, другие с мужскими цветками. Потому в культуре не прижилась, несмотря на зимостойкость и сильный мускатный аромат нежных плодов. Собирая землянику в лесу, невольно задумываешься о родстве дикарки с культурной, садовой, которая предпочитает называть привычным словом клубника. Только вот практически ни у кого, кто ее у себя выращивает, оказывается, клубники-то и вовсе нет. На самом деле это многочисленные сорта садовой земляники ананасной, гибрида земляник чилийской и виргинской. От представителей старшего поколения можно услышать еще одно название ягоды – Виктория. Как же правильно называть эту королеву ягод, вестницу летнего солнышка? И почему люди садовую землянику упорно называют клубникой? Откуда пошла такая путаница? Для этого придется сделать экскурс в историю. Древние славяне землянику и лесную, и зеленую обозначали словом ягода. Позже стали уточнять: ягода земляница, плоды близко к земле висят, и ягода клубница, от слова клуб, шаровидные плоды. Затем появился суффикс ика. И вот уже сотни лет название этих диких ягод в народном языке неизменно. Но наряду с этим, с 17 века эти растения разводили и в садах. Более привлекательной оказалась земляника мускусная. Она встречается и в наших лесах, однако ее почему-то считают иноземкой, называя шпанской, а затем и вовсе заменили на садовую клубнику. А в конце 19 века история повторилась. В это время в России широкую известность получил гибрид земляника садовая, ананасная. И точно так же мускусная с грядок исчезла, а клубникой садоводы называли уже новую фаворитку. Словесное недоразумение закрепилось и в научной среде. До конца 19 века все так и оставалось. Но и здесь не обошлось без приключений. Одни садоводы-лесоводы соотносили клубнику с земляникой зеленой, другие с мускатной. При этом признавались, что уже запутались в названиях и ждут помощи ученых. Однако то, что произошло впоследствии, иначе как парадоксом не назовешь. Ученые не просто не помогли исправить заблуждение, они его утвердили в науке. Для ботаников дореволюционной России клубника – это земляника зеленая, а для советских и современных уже мускатная. А вот к землянике садовой наука проявила должную твердость. Ботаники не успевают повторять, что это пусть и родственный, но другой вид. Но давать разным видам одно имя недопустимо. Для ученых это так же нелепо, как называть ежевику костяникой, лишь потому, что обе они из одного рода. В отличие от ее диких сестер, название земляники садовой изначально шло от ученых. Эксперт по землянике Дюшен в 1760
1966 году дал ягоде приятное название земляника ананасная. Позднее ботаник Эрхард предложил называть ее крупноплодной. Тем не менее, в авторитетном из словарей академическом клубника описана так, что под определение подойдет и та, и другая ягоды, а про садовую землянику сказано, что ее называют клубникой лишь в обиходе. Значит, клубникой официально допускают называть как мускатную, так и зеленую землянику, но не садовую. А вот ботаники, да и филологи клубникой называют землянику мускатную. Забавно, что эту ягоду вообще немногие видели. Однако народ каждый год собирает полуницу ведрами и зовут ее по-прежнему клубникой, так же как и их предки столетия назад. Но из энциклопедии вы об этом не узнаете. И доводя курьезность ситуации до абсурда, носители городского просторечия клубникой зовут землянику садовую, которой и народ, и наука в таком праве отказывают. Из этого итог получается, что одно имя на 3 ягоды. И как с этим быть? И это еще что? Клубника-земляника оказывается и не ягода вовсе, а разросшееся цветоложе. Правда, даже ботаники до сих пор не сошлись во мнениях, считать ли ее ложной или единственной в своем роде, чьи настоящие мелкие блестящие желтоватые плодики-семянки погружены в мякоть. Ведь у всех остальных растений они находятся внутри ягоды, образующейся из завязи. Например, смородина, виноград и даже огурец с тыквой. Неразбериха с названиями длится более 300 лет. Но клубника-земляника не стала от этого хуже. Ведь сортов, выведенных селекционерами, сотни, и все они по-своему хороши. И когда сочная, спелая недоягодка оказывается во рту, то мозгу уже все равно, клубника это или земляника. Все равно очень вкусно. А многие считают именно дикую самой прекрасной ягодой. С жаркими днями, с грозами приходит в лес ягодная пора. Ее открывает земляника, красивая, приметная. Она не только внешне хороша, но и на вкус отменная, сладкая, душистая. И когда на лесных опушках и полянках среди сочной шелковистой травы начинают наливаться рубиновым цветом ее ягодки, загораясь алыми огоньками, как у румяной девчушки на лице веснушки, неповторимый аромат разносится далеко вокруг. Земляника раскидывается у подножия вековечных деревьев в хвойных и смешанных светлых лесах, в редколесье среди кустарников, куда зной проникает. Встречается часто, но лишь изредка в виде густых зарослей, обильно разрастаясь на вырубках и старых гарях, быстро захватывая новые площади. Однако вскоре поросль возобновляется, да и растения-конкуренты лишают землянику возможности плодоносить, действие на нее угнетающее. Земляника – многолетнее травянистое растение с укороченным прямостоящим опушенным стеблем. Достигает высоту 15 см, ежегодно прирастая всего на 2 см. Состоит он из однолетних приростов рожков длиной 1,5 см. Наиболее интенсивно они появляются весной и после плодоношения в первые 3 года. Затем темпы образования их замедляются. Многочисленные необычные прикорневые листья на длинных до 10 см, оттопыренно опушенных черешках, скученные белые цветочки, приподнятые на стебельках. Это весьма запоминающийся майский облик земляники. Листья ее сложные, из 3 овально-ромбических листочков с большими треугольными или округлыми зубцами по краю. Сверху они гладкие, темно-зеленые, снизу сизоватые, покрытые шелковистыми прижатыми волосками. Эта природа наделила их способностью регулировать запасы воды в кустике. Наибольшее число крупных листьев образуют второгодники. С возрастом листовая пластинка резко уменьшается. Так называемые весенние листья отмирают после плодоношения, способствуя образованию мульчи вокруг кустиков, предохраняя их корневую систему от повреждения морозами. На смену им вырастают осенние листья, которые зачастую продолжают свое развитие следующей весной наряду с новыми. Период жизни их может превышать 240 дней. Растения с зелеными листьями лучше защищены от вымерзания точек роста и после успевшей перезимовки на 1,5 недели раньше начинают вегетацию. Лучше растут, давая урожай на 30% больше, чем голые кустики. И получается, что земляника – вечнозеленое растение. Четко выраженного листопада нет, и куст всегда с листьями разного возраста.
Беленькие пятилепестковые цветочки земляники не более 2 см в диаметре, хорошо заметны в траве. По строению они очень похожи на более крупные цветы яблони и помельче черемухи. Ведь все эти растения из одного семейства, хотя первые это деревья, а земляника – маленькая травка или кустик. Не только это привлекает насекомых, но и необычность обоеполого цветка. На нем раньше, чем на других растениях, появляется множество тычинок с пыльцой, а затем и пестиков почти одинаковой длины. Перелетая с цветка на цветок, трудяги-летуны собирают нектар, совершая при этом перекрестное опыление. И только в ненастье, когда, боясь сырости, попрячутся бабочки, пчелы, шмели, земляника пускает в ход свой природный резерв – самоопыление. Массовое цветение бывает в мае-июне, но отдельные кусты цветут и позже, до созревания ягод или даже все лето. Так что сроки его растянуты от 15 до 35 дней и зависит от погодных условий. А в сентябре-октябре в пазухах верхних листьев формируются зачатки соцветий. На следующий год они дадут новые побеги. И чем дождливее осень, тем раньше и интенсивнее будет происходить их развитие. Весной с теплом оно продолжится. Цветет растение недолго, опавшие лепестки сразу же обнажают мелкую зеленую зависть. Но созревать земляника не торопится. У нее нет конкурентов, она и так открывает сезон ягод и плодов. Пройдет с месяц и незаметно день за днем загуляет по солнечным лужайкам, вырубкам, старым гарям ароматный сладкий ягодный дух. Завеет с пригретых лесных луговин пряной испаренной свежей листвы. Это поспело засветилась в траве земляника. Недолгий век ягодок, всего 3-4 недели, но эта пора зенит лета, лучшая в году. Выпуклая цветоложе, разрастаясь, становится мясистым, сочным, образуя известную каждому земляничину, легко снимаемую с плодоножки. Но одни ягодки бывают мелкие, сладкие, а другие крупные, водянистые, кисловатые. А дело все в том, что малыши-сластены росли на солнечном припеке, а крупные с кислинкой в тени. Длиной до 2 см, яйцевидные или почти округлые, землянички, клубнички встречаются разного возраста. На одном кустике можно увидеть белоснежные цветы с желтой розеткой, тут же зеленые, розовые и уже спелые ярко-красные ягодки. В незнакомой местности они могут даже компасом служить. У недозрелых один бок белый, другой солнышком обласканный румяный. Он и укажет на юг. Нередко на вырубках, где еще совсем недавно, года 2 назад, гудели трактора, среди молодой поросли и травы уже смотрят красные ягоды земляники. Откуда она здесь появилась? Ведь до ближайшей плантации не 100 метров. Лакомились птицы ягодкой где-нибудь поблизости, да и перенесли ее семена. Не переварившись, они благополучно перелетели на дальние расстояния. Могут прорасти в конце лета, однако массово лишь весной. Но не только семенами расселяется земляника, в основном вегетативно. В этом деле помогают ей захватывать все новые и новые участки, прежде всего тонкие длинные плети-усы. Зародившись в пазухах листьев, ползучие шнурки тянутся, ветвясь в междуузлиях в разные стороны. Покинув материнское гнездо, побеги ищут, как бы легче да крепче уцепиться. На их узлах из почек-сердечек формируются розетки, мини-листья, почки и корешки. Попалось место подходящее, и уже через неделю они врастают в почву. Приживется ус по новому адресу, а через месяц даст жизнь еще одному кустику детки, связь которого с родителем сохраняется до конца вегетации. Из малыша вскоре выглянет тоже ус и шагнет дальше. Так год за годом осваивает земляника новые земли. Если попадется хорошая почва, то и плоды будут крупные, и плантация здесь долго проживет. Ягоды в их сладком, разноцветном и вкусном разнообразии – это маленькие источники энергии с защитными антиоксидантными свойствами. Клубника оказывает невероятно благотворное действие на организм. В ней много витаминов А, С, В, П, Е, фолиевой кислоты, цинка, железа, фосфора, кальция. Она препятствует развитию диабета, обладает противовоспалительным эффектом, улучшает качество крови и помогает снизить количество холестерина. Клубнику рекомендуют всем, у кого есть проблемы со зрением, сердечно-сосудистой системой, но некоторые знают, что клубника
Клубника – это сильный аллерген, поэтому педиатры не советуют вводить ее в детский рацион до года. Знакомить ребенка с продуктом следует с осторожностью. Клубника, земляника – душистая, сладкая, ароматная, такая маленькая и такая сильная. И этой силой своей, энергией земной, готова она поделиться с каждым, кто верит в нее, кому нужна эта удивительная ягода, самая первая во многих отношениях. Древние славяне верили, что земляника – хранительница духа земли, а значит может победить многие хвори и поддержать силы человеческие. И каждый год вызревают алые ягодки, и каждая словно волшебная капля, вобравшая в себя и краски, и запахи, и даже пение птиц. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.